Почему именно Турция? Получается, мы всегда выбираем, где хорошо. Я начал изучать, точно или нет. Делали отказ просто всем. Получили вид сегодня. на жительство. Когда языка не знаешь, трудно. Как мы с вами это все делали? Воду, электричество за один день сделали. Потом в конце сказал, все, тамам, говорю. Я могу идти, говорю, да, все, окей. Всем привет, дорогие подписчики, меня зовут Анастасия, агентство недвижимости Well Homes. Сегодня мы встретились с одним из наших покупателей, который решил поделиться с вами своим опытом о переезде в Турции, как они здесь обосновались, как они получили вид на жительство в закрытом районе на сегодняшний день, как у них это все получилось. Газианфер расскажет вам все сам. Смотрите видео до конца, не забывайте ставить лайк, подписку на наш канал, ну и колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А теперь поехали! Здравствуйте, Газианфер. Как вообще вы выбрали Турцию? Почему именно Турция, а не другая какая-то страна? Откуда вы сами родом? Получается, мы с родом Таджикистана. Мы сначала приехали в Россию. Получается, мы всегда выбираем, где хорошо, и всегда проверяем. Как сказать, мы не любим в одном месте сидеть много. Получается, сначала Таджикистан, все, получается, с города объездили, жили, все нормально, потом приехали в Россию, потом из всех стран, получается, городов России выбрали Казань, более понравилось, лучше, но немножко, что нам из минусов, а остальное все плюсы были, то, что холодно очень. Потом анализ сделал, где лучше, хорошо. Мне понравился видео Айшат. Я начал изучать, точно или нет, потом посмотрел про Мерсин, изучал, отзывы читал, потом познакомились с вами, искали, я не знал, что вы работаете с Айшатом, поэтому вам тоже написали. Сначала мы смотрели Дубай. Дубай мне тоже понравился, но из минусов очень жарко климат и немножко там дороже. Когда приехали в Турцию, честно говоря, когда мы приехали, я сразу бронь сделал билет, обратно хотели уехать. Потом вы, получается, как только приехали в Мерсин, и вы сразу захотели уезжать, даже не выходя никуда, ничего не смотрев. Кстати, я сейчас скажу, почему мне именно понравился еще Мерсин. Когда мы приехали, я не знал, что это все будет четко, например, без никакого обмана. Вот это мне очень важно было. Поэтому отвезли в гостиницу, которую забронировали заранее. Там очень классно было, понравился, подружились. Потом, когда погуляли, начали с вами связаться, к вам приехали? Нет, вы приехали к нам. Наверное, да. Скорее всего, мы вас Сейчас приехала, да, помню. Так, потом начали искать. Я решил то, что... Когда это было, вы приехали к нам? Год назад, по-моему, в феврале, да, точно, потому что в феврале назад, да, день рождения исправил здесь и купили квартиру. Так получилось то, что нужно было поехать обратно и через несколько месяцев приехать. Сами понимаете, коронавирус, война, не смогли. Потом не смогли. Да, закрыли, получается. Потом еще район ваш закрыли. Нет, не из-за этого. У вас сейчас закрытый район, я насколько знаю. Да, район закрытый. Мы так переживали, что как это будет, потому что я помню, что первое время, получается, когда стали закрывать определенные микрорайоны, делали отказ просто всем, вообще, без разницы, когда они купили, вообще просто всем сплошной был отказ. Но все-таки вы получили вид на жительство, и как раз таки сегодня. Ну и дальше, получается, вы потом только через год же, правильно, сейчас приехали? Да, через год приехали, мы, честно говоря, обычно я думал, что это нормально, мы приедем, с вами просто салам алейкум и все. А оказывается, нет. Мне что очень понравилось, как вы обещали, то, что с начала до конца проводите, так и получилось. Вот до моего получения, например, получается, ВНЖ проводили. Для подключения света, воду всегда нам помогали, чтобы плюс, когда языка не знаешь, трудно. Хоть, например, можно переводчика найти, но все равно трудновато. Да, поэтому я очень благодарен, и моя семья благодарна, то, что вы сначала были до конца, помогали, и в дальнейшем так и получится, что мы будем друг другу помогать.
Я вот также клиентам своим говорю, без разницы, когда вы купили, наша работа заканчивается только в тот момент. Вот я отдала вам все, я подключила вам свет, воду, газ, там, чтобы вы могли проживать в этой квартире, получили вид на жительство, все, на этом моя работа заканчивается. До этого мы можем с вами разговаривать, мы можем с вами не переписываться, годами даже можем не общаться. Но в любом случае, когда вы приедете в Мерсин и скажете: Настя, все, я заезжаю в свою квартиру, помоги, пожалуйста. Все, без проблем, там в течение нескольких дней я назначаю менеджера, все, пожалуйста, они вам все подключают. Как вам вообще, вот вы сейчас приехали, уже переехали, вы, получается, правильно, с семьей уже приехали, правильно? Я с женой приехал, 4 марта приедут родители с детьми, потому что у нас квартира была голая, плюс в ВНЖ, сами понимаете, у нас закрытый район был, дадут или нет, 50 на 50 было. Но я надеялся, что дадут, поэтому рискнули. Вот, кстати, вот сейчас по поводу вида на жительство, у многих вопросы. Как мы с вами это все делали? Мы же, получается, когда покупали, не было такого понимания, как 75 тысяч долларов. Да. Тогда такого не было. Что мы сделали с вами? Как вообще мы все это провели? Ну да, мы получили там дополнительные справки и так далее. И мы что? Мы сделали с вами экспертизу. Да, которая указывает, мы, например, купили, не помню, за сколько вы купили сейчас? Тоже не помню. Плюс-минус. Выше, чем 75 тысяч долларов была цена квартиры? Ниже, чем 75. Да. Вот. И, ребята, обратите внимание, что вот не меньше, чем 75 тысяч долларов все равно мы подали на экспертизу, повторную сделали. Единственный человек потерял, была трата 5900 лир на экспертизу повторную, которую он взял, отнес в миграционную службу, отдал и, в принципе, все. Вот, и там сейчас что у вас, вы рассказывали? Там... Но к этому плюс то, что мне на 2 года дали, из-за того, что у меня была экспертиза. Если без экспертизы на один год дали. Я посчитал, сумма также выходит, если каждый год я бы собрал такие документы, расходы, такая же сумма была бы, наоборот, головной был. Лучше на 2 года. Ну да, и тебе бы могли бы даже, может быть, дать туристик. Туристик, да. Да, сейчас, а сейчас ты получил, получается, по. А семья? Семья, сейчас получается 4 марта дети приедут, дети с женой подадут, получается... А ты пока на себя только сделал, они уже после будут делать. Да, после. Ну вот потом расскажешь, как они. Еще хотелось добавить, например, я привык, например, документами играться, например, Таджикистан, другие страны, Россия. А у нас всегда как было, чтобы одну документ сделать, ты тратишь день, несколько дней, очередь и так далее. Не знаю, мне повезло или нет, как. Вот когда мы приехали, вот назначили менеджера, воду, электричество за один день сделали, еще у нас было время куча гулять. Плюс вот на ВНЖ я подал документы, я сразу поставил, посмотрел время, 20-25 минут ушло, да. Вот это вот талончик взял, зашел, дал все, отпечатки, квитанцию оплатил, 20-25 минут обошел. Ну, реально круто то, что в ВНЖ получать такое время. Ну, у нас все документы были готовы. Ну и собирал документы тоже, думаю, что не очень. Да, вот менеджер, который вы дали нам контакты, она сказала, какие документы нужны, и мы собрали все, показали, да, все good, и собрали, отнесли. Все прекрасно. Потом в конце сказал: все, тамам, говорю, я могу идти, говорю, да, все, окей. Финиш, говорит, good, встали, уехали. Смотрим бумажку. И что означает? Ну, это получается твой временный кимлик. Рекомендуешь ли ты нашу компанию своим друзьям, знакомым, ну и нашим подписчикам? Честно говоря, вот насчет таких моментов у меня так как, например, если один раз человек нам помог, я увидел то, что действительно это красиво, четко, все без обмана, я рекомендую всем. Я могу 100% сказать то, что вот, например, вы можете приехать, вот контакты можете полностью сказать, я не рекомендую, как, например, агентство недвижимости, это наши друзья, получается, потому что уже спасибо, очень приятно. Второй год мы общаемся, ключи доверял, уехал, поэтому я могу рекомендовать всем, что да, доверен, например, агентство недвижимости. Большое спасибо за доверие, за то, что вообще, вот я помню, вы когда приехали, и жену вашу, помню, была очень испугана, и вы тоже были очень испуганы, потому что, понимаю, вообще чужая страна, и как бы Турция.
все думают, что вот в Турции все пытаются кого-то там обмануть и так далее. Помню, у вас был испуг какое-то время, ну, слава богу, что доверились, и доверились именно тем людям, которым можно доверять. Ну, все, думаю, спасибо вам большое Вам за спасибо. открытое такое интервью, за рассказ своей истории переезда в нашу страну и за доверие нашей компании. Ну и мои дорогие и любимые подписчики, вам огромное спасибо за просмотр. Я уверена, что, посмотрев данное видео, каждый из вас сделает для себя какой-то определенный вывод. Может быть, вы выберете этот город, может, вы выберете просто эту страну. Все равно, Хошки Альденес, мы всех вас будем ждать в нашей прекрасной стране, под нашим прекрасным солнцем. С вами была Анастасия, агентство недвижимости Well Homes. Не забывайте подписывайтесь на наш канал, ставим лайк и колокольчик. Всем пока-пока. Görüşürüz.